Израиль обиделся на Лукашенко, украинский генштаб доволен мобилизацией и шпионский скандал в Канаде. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Жена казахского оппозиционера знает, кто заказал на него покушение. Замовник цього політичного вбивства сидить в Аккорді. Генштаб доволен темпами мобилизации. Означает ли это снижение этих самых темпов? Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Великобритания побеждает инфляцию. Максимальное снижение перед выборами. При лейбористах такого бы не произошло. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. Поехали. Казахский оппозиционер, на которого было совершено нападение в Киеве, находится в коме. Ему выстрелили в голову. Врачи говорят, что будет чудо, если он доживет до утра. Об этом говорит жена Айдоса Садыкова. Дивіться, правоохоронці зараз не надають ніяку інформацію. Навіть ту інформацію, яку я їм надала, бо я дещо бачила, да, там на цьому місці. Я була поруч на місці пасажира, і моя версія такова. Цей чоловік, який зробив це виконавець. Замовник цього політичного вбивства сидить в Аккорді. І це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Тільки йому вигідно зараз заткнути рота моєму чоловіку. Бо він уничтожив все опозиційне поле, яке було в Казахстані. І ми були останнім таким бастіоном, який не здавався. Украинский генштаб доволен темпами мобилизации, и если темпы сохранятся, то можно будет рассмотреть закон о демобилизации. Такой закон может быть готовым к октябрю, говорит один из народных депутатов Украины. Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизированных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться. Значит ли это, что темпы мобилизации будут снижаться? Есть ли предпосылки законодательно уменьшать напряжение или давление на общество? Или это означает, что общество отреагировало позитивно на мобилизационное законодательство? Мы спросили об этом у эксперта, кандидата юридических наук Геннадия Дубова. Цифр мы не знаем. На сегодня из таких публично доступных цифр речь идет о том, что обновили свои данные 1,5 миллиона человек, плюс-минус. Вместе с резервом, вместе с электронной базой, имеется в виду, центром админуслуг и, соответственно, непосредственно ТЦК. Сколько нам необходимо набрать, мы тоже не знаем. Сколько набрали, мы не знаем. И мы также не знаем, самое важное, как будут развиваться боевые действия на протяжении следующих месяцев, потому что тревожные новости приходят из ряда источников, которые говорят нам о том, что Российская Федерация может интенсифицировать военные действия. Если мы просто берем сегодняшнюю цифру, экстраполируем ее там на 3 месяца вперед, то, в принципе, тут не вопрос принудительных или непринудительных мер. Тут вопрос, скажем так, большего, то есть сколько из тех людей, которые придут обновить свои данные, получат потом боевые повестки. То есть это регулируется таким образом, и, безусловно, лишних призывать, учитывая, что это их денег стоит, это необходимо обеспечить материальным ресурсом, лишних призывать точно не будут, но нормы закона и в части ответственности за, например, неявку по повестке, они будут продолжать действовать. Сегодня об их отмене никто не говорит. По данным Организации Объединенных Наций, процент насилия над детьми во время войны является самым высоким за всю историю человечества. За последний год количество детей, убитых и покалеченных в ходе войн, увеличилось на 35%. Ми провели окрему зустріч з представниками Організації Об'єднаних Націй, які надали нам офіційну статистику щодо станом на зараз, за даними ООН, відсоток насилля щодо дітей в умовах збройних конфліктів зріс на 21 пункт і складає найвищу позначку в історії світу. Найвищу. Тільки за останній рік кількість випадків вбивства, каліцтва дітей
які, на жаль, проживають на територіях, де відбуваються міжнародні конфлікти, зріс на 35%. І що ще вони нам повідомили, що висока є ймовірність того, що за результатами 2024 року ці цифри ще зростуть. Можно ли как-то это остановить? Вообще наказан ли кто-то за подобное преступление? Мы спросили об этом у кандидата юридических наук Геннадия Дубова. Это военное преступление, как и любое насилие против некомбатантов. Поскольку дети некомбатантами, как правило, не являются, в подавляющем большинстве случаев это возможно лишь сугубо теоретически, соответственно, да, это военное преступление. И точно так же, как, например, Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и и Львова и Белова по поводу депортации детей, правда, там речь не шла про убийство, точно так же обвинения могут быть предъявлены и тем, кто совершает подобного рода действия. Ну, и, к сожалению, действительно, последние данные, которые я видел по Украине, подтвержденных смертей детей там примерно 550. Ну, безусловно, тут это особенная боль жизни каждого ребенка украинского, и не только украинского, это, безусловно, как бы огромная трагедия для всего человечества. Но ООН тоже нужно понимать, но все это предоставляет, скорее, наверное, не в разрезе нашего вопроса, а в вопроса сектора Газа. Там по этому поводу цифры какие-то совершенно ужасающие предъявляют, учитывая, что там война, по сути, идет только с осени прошлого года. В Канаде продолжается шпионский скандал. Несколько парламентариев, согласно отчету разведки, работали в интересах иностранных государств. Сейчас 2 лидера канадской оппозиции получили допуск к национальной безопасности, чтобы ознакомиться с неотредактированными выводами разведки, что вызвало 2 резко отличающиеся реакции в парламенте. Объяснение пришлось давать даже премьер-министру. Он указал на эту путаницу как на одну из причин, по которой все лидеры оппозиции должны сами ознакомиться с полным текстом доклада разведки. Мы знаем, что иностранные субъекты пытаются вмешиваться в дела различных партий, причем самыми разными способами. Разве вы, как премьер-министр, не обязаны прояснить для страны, насколько скомпрометированным может быть или не быть парламент в данный момент? Именно поэтому мы призывали к общественному расследованию. Джагмит Сингх сказал, что в его фракции нет никого, о ком бы он беспокоился. Можете ли вы сказать то же самое с уверенностью и ясностью? Я не знал, что Джагмит Сингх сказал это. Я бы остерегался, если бы лидер какой-либо партии делал подобные выводы. В Израиле отменили конференцию к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков из-за антисемитских высказываний Лукашенко. Об этом пишет издание «Позирк». Конференция планировалась на 27 июня. Должна была пройти в музее еврейского воина Второй мировой войны имени Хаима Герцога. Помимо конференции предполагалась церемония возложения венков к монументу в память о евреях-партизанах и борцах гетто, пишет издание. А все из-за таких вот высказываний Лукашенко. Вот 3 десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что, они у нас особое привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, и русские, и поляки. МИД Израиля подал официальный протест, заявив, что слова Лукашенко неприемлемы и возмутительны. Но это не первые антисемитские заявления Лукашенко. В 2007 году он обвинил евреев в превращении Бобруйска, цитирую, в свинушник. А в 2021 заявил, что, цитирую, «весь мир преклоняется перед евреями из-за Холокоста». Ну а потом похвалил Армению, мол, армяне очень умны, потому что живут без евреев. Из иноагентов в экстремисты. Такой карьерный рост предложили российской телеведущей Татьяне Лазаревой, которую внесли в перечень террористов и экстремистов. По версии пользователей сети и ряда телеграм-каналов, Лазарева попала под закручивание гаек вот из-за этого видео. Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, да? И я каждый раз первым делом, а что здесь, да, если мы говорим про чувства? И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь. Великобритания, похоже, планомерно побеждает инфляцию. Во всяком случае, она вернулась к целевому уровню 2%.
в мае, впервые за почти 3 года. Но базовое ценовое давление остается сильным, что означает, что Банк Англии, вероятно, будет ждать дольше, прежде чем снижать процентные ставки. Об этом говорит министр финансов королевства, добавляя, что всего 1,5 года назад инфляция была выше, чем почти во всех странах Большой Семерки. Сейчас она ниже, чем почти в любой другой крупной экономике. И это говорит о том, что принятые правительством трудные решения принесли свои плоды, по крайней мере, по версии министра финансов. При лейбористах такого бы не произошло. Они отказались осудить забастовки по поводу заработной платы в государственном секторе. Это означало бы более высокую инфляцию в течение длительного времени. Вместо этого мы имеем более низкую инфляцию. Налоги начинают снижаться. И, надеюсь, теперь начнут снижаться ипотечные кредиты. Будет ужасно обидно, если мы переведем время вспять своими решениями и повысим налоги для каждой семьи, имеющей сбережения. Таким образом, основные британские партии готовятся к выборам в парламент и говорят о своих достижениях. Я хочу напомнить вам, друзья, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, и это очень важно и для нас, и для вас. Поэтому продолжайте ставить лайки, продолжайте оставлять комментарии, подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. Все это непременно очень важно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.